Добрый день, друзья! Мы живем в такое время, когда, к сожалению, должны быть готовы к любой неожиданности, к любой неприятности. У каждого из нас может начаться кашель, простуда, аллергия. Все, что вы хотите, может быть причиной такого кашля. Может быть причиной и более серьезная вещь – инфекция, которую мы переживаем – коронавирус. Прежде чем вы получите квалифицированную медицинскую помощь, вы должны принять меры для того, чтобы ваше состояние было достаточно удобоваримым, чтобы у вас не было каких-то серьезных неприятностей. О каких неприятностях я говорю? Кашель вызывает выделение мокроты, слизи, которая проникает через бронхи в верхнюю часть легких, иногда опускается еще ниже. Отечность легких может быть только от того, что мы не способны вычистить их от слизи, от секрета, как его называют. Издавна существовал в медицине так называемый постуральный дренаж, метод очистки бронхов и даже легких только тем, что мы принимаем положение, при котором наша голова и наша верхняя часть грудной клетки будет ниже, чем тело. То есть, если я сейчас лягу на живот на кровать, и если я опущу грудную клетку вниз и начну принимать какие-то меры, то секрет или слизь, или мокрота, как мы ее называем, может выйти под действием силы тяжести наружу, в глотку, и выйти, мы ее можем сплюнуть. В дыхательной гимнастике Golden Air есть упражнения, которые предназначены совсем для другого. Они предназначены для локального сжигания жира в определенных областях. Есть упражнения, даже не дыхательная, хотя гимнастика дыхательных упражнений, упражнение выдыхательное, которое при определенных условиях позволяет сжигать жиры в определенной области тела. Я показываю на живот, потому что именно такое упражнение позволяет сжигать жиры на животе. Выдыхательное упражнение. Я сейчас вам покажу это упражнение в другой интерпретации. Оно не будет выдыхательным, оно будет дыхательным. Я буду силой выбрасывать из себя воздух при снижении высоты головы и верхней части тела и спокойно вдыхать, поднимая голову и тело. Это позволяет очистить верхнюю часть грудной клетки, бронхи от мокроты, или как ее называют, слизью или секретом. Я бы хотел, чтобы вы научились на всякий случай выполнять это упражнение. Оно позволит вам более длительное время остаться без помощи, в более-менее нормальном состоянии. Вы не будете задыхаться, у вас не будет прогрессировать отек легкого. Это упражнение следует выполнять столько раз, сколько необходимо для того, чтобы жидкости, слизь не скапливалась в бронхах и в легких. Следите за своим собственным состоянием. Вы в этот момент сами себе доктор. И обязательно обратитесь к медикам. Обязательно получите медицинскую помощь. Только специалисты смогут определить, нуждаетесь ли вы в дополнительных средствах защиты вас от инфекции или болезни или нет. Ваши домочадцы, члены вашей семьи могут вам усилить эффект. Они могут постукивать по спине,
при том, что ваша голова будет внизу находиться, ниже вашего тела, они могут создавать вибрацию, легкую вибрацию. Это все помогает жидкостям слизи выйти наружу. Будьте здоровы, друзья, не болейте, следите за собой. Мы должны выжить все.